Вітаю вас у своєму садочку під Киевом. Я Светлана. И вы попали в мой сад. Сегодня буду влюблять вас в гортензии, если вы еще не влюблены в них. Метельчатые. Видео будет красивое и полезное. Увидим гортензии в разных стадиях распуска и цветения. Это видео поможет вам научиться определять и различать сорта метельчатых гортензий. Возможно, вы свои потеряшки опознаете. А еще сделайте вывод, какая гортензия самая красивая именно для вас. Первое подобное видео уже было. Там я рассказывала про свои гортензии сортов Фантом, Diamond Rouge и Skyfall. Можно посмотреть его в плейлисте «Гортензии в саду Светланы». Ну а сегодня продолжим. Вначале я кратко опишу 3 сорта гортензий. Вы попытаетесь определить, какая же это из гортензий. А потом я дам вам ответ, и вы убедитесь, правильно или нет вы определили. Будет интересно. Готовы? Идемте. Первая гортензия считается самой красивой по цвету, одной из самых красивых, особенно в начале распуска. Имеет соцветие большой овальной формы или немножко такого сглаженного конуса. Достаточно большие соцветия. При нормировке побегов отдельные соцветия могут достигать даже 40-45 сантиметров. Этот сорт очень быстро растет, куст набирает приличный объем уже за 2-3 года. У меня он в штамбовой форме. Взрослый куст этого сорта гортензии может набрать размеры до 2,5 метров в ширину и примерно столько же в высоту. Узнаваемые соцветия лимонно-белого цвета. Позже они становятся кремово-молочно-белыми. Гортензия в конце лета в розовые цвета не уходит. Соцветия из крупных стерильных цветков, фертильных очень мало. Их надо поискать в объемных, плотных метелочках. Думаю, вы узнали сорт. Это легко. В ответы не подсматривать. А мы смотрим вторую гортензию. Под номером 2 у нас метельчатая гортензия, которая имеет 2 цвета в своем цветении. Бело-малиновые. Вначале белые, а потом бело-малиновые. Вот такие. Соцветия имеют узкоконическую форму и присутствует в соцветиях много фертильных и стерильных цветов. Примерно в одинаковом соотношении. Соцветия этого сорта выглядят очень воздушно, и лепесточки больших стерильных цветов на ветру как бы порхают. Мотыльковая гортензия, немножко подскажу вам. Крона куста не разваливается благодаря крепким, прочным побегам. Она держит себя сама. За сезон побеги этого сорта нарастают, я бы сказала, умеренно, быстро, не сильно, до 25-30 сантиметров за лето нарастает. Плотные, красивые соцветия, это очень нравится. Думаю, вы узнали этот сорт. Ну, а мы переходим к гортензии под номером 3. Узнаваемый большой округлый куст до 2,5 метров в ширину и высоту. Этот сорт относится к быстро растущим гортензиям. Соцветия огромные, бело-фисташковые в начале цветения, а позже становятся снежно-белые, а потом кремовые с едва вот такой заметной розовинкой.
Вот это она в начале цветения. Соцветия, которые еще не распустились, фисташковые. Соцветия большие, плотно набитые. Фирменный стиль. Цветочек имеет зазубринки по краю. Это его отличительная особенность сорта. А вот такой фисташковый он в самом начале цветения. Соцветия просто огромные, набитые подушки до 40 сантиметров. Может быть и больше. Буду смотреть по своим кустам, как себя покажет. Куст этого сорта издали напоминает большие пушистые облака. Узнать этот сорт просто невозможно. Согласны? Ну а сейчас мы посмотрим, какие же сорта гортензий я вам предложила выбрать в свой сад и узнать их. Ну а теперь смотрим ответы под номером 1. Конечно же, узнаваемая гортензия Limelight. Сорт гортензии Limelight выведен голландскими селекционерами. Как много они красоты, да, сделали для всего мира. Свои награды сорт стал получать с 2006 года. А в 2008 он был даже призером Королевского общества садоводов Великобритании. На выставке цветов сорт гортензии Limelight в Филадельфии был удостоен самой высшей награды. Наверное, за свой цвет. Отличительной особенностью является оттенок плотно набитых лаймового оттенка соцветий. Отсюда и его название Limelight. Сорт очень морозоустойчивый. Плотные крепкие побеги. Растет быстро. За сезон набирает до 80 сантиметров одна веточка в высоту. Высаживать предпочтительнее этот сорт на солнце для интенсивного окраса или в очень легкой тени, в ажурной в такой. В плотной соцветия будут мелкие в плотной тени и по цвету не такие яркие лаймовые. Красивый оттенок. Вот это видео без всяких фильтров, он такой и есть в начале цветения. Лаймовый. Кусты этого сорта держат свои огромные шапки легко, благодаря, как я сказала, прочным и довольно гибким, упругим ветвям. Ни ливни, ни ветра ему не проблема. Хоть и большое соцветие. У меня этот сорт, как я говорила, в штамбовой форме. Штамп маленький, ножка всего 40 сантиметров, но деревце получилось просто чудесное, как шар на ножке. Этот сорт будет отличным солитером в вашем саду, если выберете посадить его отдельно где-то в акцентном месте. Ну а если сделать из этого сорта изгородь, она будет шикарная и очень осветлять сад. Если у вас растения многохвойных, темные, если вы посадите сорт Limelight, он будет как бы светиться в начале цветения. Яркий, красивый, нежный сорта. Довольно, но у него есть единственное но. Этот сорт гортензии не очень хорошо черенкуется. Надо даже сказать, плохо. Вот такой оттенок приобретает соцветие уже ближе ко второй половине лета. Кремово-молочные. Если сравнивать вот с Фрейс Мельба, видно, что он свою окраску не поменял. Может быть, слегка где-то вы видите розовинку на солнышке подзагорела. В этом году я планирую немножко понормировать побеги, потому что очень уж клонятся много соцветий. Оставляла вроде немного, но из каждой веточки, если оставляешь 3 яруса, сколько? 3 на 2, 6 метелочек, даже 10 веток, какое-то уже огромное количество. Буду нормировать, чтобы немножко больше были соцветия и крепче гортензия. Ну и под вторым номером вы узнали, это гортензия Пинки Винки.
Выведена она в 2003 году бельгийскими селекционерами. Гортензия по характеристикам довольно быстро набирает объемный куст. Или у меня и куст, и штамп. Но я хочу сказать, что у меня этот сорт как бы не очень быстро растет. Я бы сказала, даже умеренно. Соцветия высокие, пирамидальные. Двуцветное соцветие. Расцветает гортензия пинки-винки снежно-белым и постепенно меняет окрас. Белая верхушечка, розовая середина и малиново-красные соцветия у основания метелочки. Издали соцветия пинки-винки напоминают соцветия каштана. Правда же похожи? Большие цветы каштана. Лист имеет темно-зеленый, и у этого сорта такая зазубринка по краю, шершавый, темно-зеленый. У меня вот второй кустик растет в кустовой форме, не в штамбе. Также отлично смотрится, но тут он в полутени от дома. Возможно, поэтому довольно долго нарастает и как-то не особо впечатлил меня ростом. Но соцветия узнаваемые. Как и все гортензии, этот сорт, конечно же, любит полив. Мы проложили в этом году именно под этот куст отдельную трубку с форсункой. Этот сорт как бы праздничный во все фазы цветения. Мне нравится. Посажен акцентным деревцем небольшим у входа на дорожку. Мы его очень часто видим. Из-за того, что фертильные цветы, стерильные фертильные, это где много тычинок, и такие они воздушные. Эта гортензия слегка ароматная. Ее любят пчелы, поэтому видите, сколько пчел летает вокруг этой гортензии. Еще одно но, так же как и у лайм-лайта, эта гортензия черенкуется довольно проблематично. Ну, во всяком случае, у меня так. Получила всего 2 черенка, и то они где-то у меня и потерялись по саду. У меня еще есть там небольшая аллейка с черенками. Может, в следующем году я ее найду в той массе черенков. Ну, вот такая белая, красивая, нарядная, праздничная. В начале цветения она, видите, по сравнению с Lime Light и Vanilla Fraise, она светлее сразу, белоснежная, прямо красивая. Гортензии этим сортом довольна. Если вам нравится, выбирайте ее в свой сад. Будет радовать. Сажайте только на солнышко. Тогда будут соцветия бело-малиново. Такие розовые, ярче по цвету, красивее. Ну и третья гортензия, одна из моих самых любимых. Вы ее тоже, надеюсь, узнали. Поларбия. Сорт гортензии полярный медведь был выведен селекционером Анри Якобсом Бергманом в Нидерландах, опять же, в 2012 году. Довольно молодой сорт. И что интересно, он появился в результате скрещивания сортов Lime Light и Grandiflora. Представляете? Поэтому, наверное, у него в начале цветения вот такие фисташково-лаймовые немножко соцветия. Сорт очень морозоустойчивый. В основном в соцветиях присутствуют большие стерильные цветы. Побеги этого сорта очень быстро нарастают в высоту. Они довольно толстые, сами веточки, но я бы сказала, что они больше гибкие, чем прочные. Представьте, такие огромные шапки держать, особенно во время дождя, они набирают эти соцветия, как губка, воду, дождевую влагу. Поэтому, когда уже сорт полностью распустился, соцветия надо подвязывать. Когда они молодые, куст держит сам. А когда уже в полном распуске, надо ставить опору.
Этот сорт очень-очень люблю. Пробую из него штамбы сделать. И у меня уже почти 15 кустов этого сорта. Будем любоваться ими в новом сезоне. Но еще у нее большое отличительное качество. Зубчики по лепесткам цветов. Хочу сразу сказать, многие писали в комментариях, нету зубчиков. Даже у молодых кустиков в одном соцветии, я вам в прошлом году показывала, одно соцветие на кустике, и есть цветы с зубчиками. Не все. Верхние в основном идут такие гладенькие лепесточки, а по нижним, более крупным цветам вот такие зубчики вы должны обнаружить. Если у вас их нету, может быть, это уже, я бы не сказала пересорт. У меня один куст есть, я в самом начале своей карьеры садовой на рынке купила. Какая гортензия? Я от всех гортензий была в приятном шоке в таком. И мне женщина говорит, это же полярный медведь. Обязательно я ее купила, посадила. Так вот, на том кустике зубчиков нет. Хотя соцветия довольно большие, красивые. А вот эту гортензию мне повезло купить в питомнике. Материал импортный, сортовые качества сохранились на 100%. И я ее начеренковала, именно этот куст. И поэтому по саду у меня у всех полярных медведей, кроме первого, по лепесткам зубчики. На сегодня у меня все. Думаю, формат таких видео вам понравился, и вы смогли как-то определиться, какая же гортензия вам нравится больше всего. Хотя бы из этих 3. Продолжу делать еще видео. У меня сортов еще предостаточно. Будем зимой любоваться. И учиться различать их. Пишите, как такие сорта, именно вот сегодняшние, показали в вашем саду себя. Довольны ли вы ими? И какие проблемы, может быть, возникают, буду отвечать. Всего хорошего. До встречи!